В этот HDD подали 19 вольт вместо 12. Плата выживет или сгорит? Решит один крошечный TVS-диод. За 12 минут мы с нашим экспертом, доктором технических наук Кузнецовым, проведем вас по всем тонкостям применения ТВС-диодов, дадим чек-лист выбора и разберем 3 фатальные ошибки трассировки, из-за которых ваша защита не сработает. Поехали! Физика пробоя. Лавина против Зенера. Док, давайте сразу к делу. Что такое ТВС? Многие, и я в том числе, думают, что это просто такой стабилитрон. Это верно? Однозначно нет, Лекса. На вольтамперные характеристики они похожи, но физика фундаментально разная. Ага, вот оно как. А что именно их отличает? Стабилитрон работает на эффекте Зенера. Это туннельный эффект в узкой области объединения. Он хорош для постоянной стабилизации, то есть рассеивания небольшой мощности, но долго. А ТВС работает на лавинном эффекте, avalanche. Здесь область объединения широкая. Электрон успевает разогнаться, ударяет в атом, выбивает новые, создается лавина. То есть для стабилитрона это нормальный рабочий режим, а для ТВС это кратковременный и экстремальный режим. Именно. Этот механизм способен проводить гигантские импульсные токи. ТВС — это клампер. 99% времени он спит в высокоимпедансном состоянии. Но когда приходит импульс, он за пикосекунды открывается, закорачивает этот импульс на Землю и поглощает огромную импульсную мощность. Другими словами, док, его задача не стабилизировать, а ограничить. To clamp. Верно. Вот посмотри на эти вах. Пока напряжение в линии нормальное, до VRWM, он закрыт. Ток утечки мизерный. Как только напряжение доходит до колена ВБР, это напряжение пробоя, происходит лавинный пробой. И в этом режиме импеданс падает до доли ома. А что видит наша защищаемая микросхема за его спиной? Она видит только ВЦ, clamping voltage, или напряжение ограничения. Это реальное напряжение на диоде, когда через него течет гигантский ток, и наша главная задача убедиться, что это ВЦ ниже, чем максимальное напряжение, которое выдержит микросхема. Однонаправленные против двунаправленных. Фатальная ошибка для RS-485. Хорошо, док. В каталогах производителей их обычно 2 типа — Uni и B. Ну, всем же понятно, что B — это двухполярный. Лучше, он же в обе стороны работает. Ставим только двухполярный. Не торопись, Лекса. Давай разберемся. Однополярный ТВС идеален для цепей постоянного тока. У вас есть V плюс 5 вольт. Вы ставите ТВС катодом к плюс 5, анодом к земле. Он защитит от импульсов, превышающих плюс 5 вольт. Принято. А что с двухполярным? А этот тип ТВС незаменим там, где сигнал качается в обе стороны. Линии AC, или, что важнее, дифференциальные интерфейсы. CAN RS-485. Понятно. То есть, если поставить Uni на RS-485, где напряжение штатно уходит в минус, то... То диод откроется при штатном сигнале и срежет вам всю отрицательную полуволзу. И интерфейс умрет. А мы будем неделями искать баг в прошивке. Гениально. Именно. Поэтому правило: если линия штатно может уходить в минус, берем B. Если нет — Uni. Давайте соберем это во фреймворк. Как выиграть ТВС за 4 шага? Фреймворк выбора. 4 шага в даташите. Шаг первый. Напряжение. VRWM. VRWM диода должен быть больше либо равен номинального напряжения вашей линии. Если линия 12 вольт, берем ТВС с VRWM больше либо равным 12. Например, 13 вольт. Шаг 2. Защита. VC. VC, clamping voltage, должно быть меньше, чем абсолютный максимум входа вашего чипа. Если чип держит максимум 6 вольт, берем ТВС с VC меньше 6 вольт. Желательно с запасом 10-20%. Шаг 3. Мощность. Вот тут у меня вопрос. В даташитах пишут 600 Вт, 1,5 киловатта в этом крошечном контейнере. Как? Вся суть в том, как долго он эту мощность держит. Мощность PPP пиковая,
Итог IPP, пиковый, всегда даны для конкретной формы. Стандарт — это 8-20 микросекунд. Если у вас длинный импульс, то есть не 8-20 микросекунд, а 100 микросекунд, ищем в даташите график снижения мощности, derating curve, и проверяем, что TVS выживет. За счет чего он ее поглощает? А вот мы как раз показываем конструкцию. Вся магия в огромной площади ПН-перехода. За микросекунды импульса тепло отвести невозможно. Его можно только поглотить. Большая площадь, большой объем, который поглощает энергию. А массивные выводы — это тепловой аккумулятор. Шаг 4 — емкость. CL. Тот самый главный компромисс. Да. Помните, мы говорили про большую площадь ПН-перехода? Так вот, большая площадь — это высокая паразитная емкость. То есть мощный TVS для питания равно медленный с большой емкостью, а быстрый TVS для данных равно маломощный с малой емкостью. Совершенно верно. CL, паразитная емкость, должна укладываться в бюджет линии. Например, если это USB 3.0, 5 гигабит в секунду, ищем TVS сборки с CL меньше либо равный 0,5 пикофарад, иначе интерфейс не заведется. Ну что же, док, переходим к практике. Полевые испытания. От HDD до Load Dump. Кейс 1 — бытовая электроника, питание HDD. Те самые 19 вольт вместо 12. Классика. Хрестоматийный случай с форумов по ремонту. TVS у разъема видит 19 вольт, мгновенно открывается и делает короткое замыкание. Он спасает контроллер и ваши данные ценой своей жизни. И что, диск умирает? Он видится мертвым. Выгорает предохранитель или сам TVS. Ремонт — выпаять сгоревший TVS, и диск оживает. Иронично. Героическая смерть. Так, кейс 2. RS-485 в пром-автоматике. Среда пожестче. Длинные кабели, наводки. А вот тут главная проблема — длинные дорожки на плате. А провода — это индуктивность. И тут мы сталкиваемся с тем, что даже правильно выбранный TVS может не спасти. Причина в трассировке. А что в автоэлектронике? Там же страшный loud dump. О да, кейс 3. Авто. Представьте, генератор заряжает аккумулятор, и тут отваливается клемма аккумулятора. И? И генератор некуда девать энергию. Аккумулятор, который был буфером, исчез. И вся эта энергия выливается в сеть. Напряжение с 14 вольт подлетает до 100 вольт на сотни миллисекунд. Не микро, а милли. Наверное, обычный TVS на 600 ватт просто испарится. Точно, мгновенно. Нужны специальные решения класса ICQ-101, автомобильный стандарт, и силовой предохранитель до узла. Но самая частая ошибка, как и у RS-485, это трассировка. Док, а давайте финализируем. 3 главные ошибки трассировки, из-за которых защита не работает, даже если TVS выбран верно. 3 фатальных ошибки трассировки. Ошибка номер 1. TVS далеко от разъема. Мы это только что обсудили. Пока импульс бежит по дорожке до TVS, индуктивность этой дорожки уже создала паразитный бросок напряжения. И тем выше бросок напряжения на чипе. То есть TVS в 5 сантиметрах от разъема бесполезен. Да. Абсолютно. На форумах АСУ-ТП полно историй. Порт RS-485 не держит 2 КВ, хотя TVS стоит, а он стоит далеко. Импульс убьет чип до того, как дойдет до TVS. Правило. TVS максимально близко к разъему. Путь импульса в шасси короткий. Знаю, что ошибка номер 2 — это грязная земля, но нужны подробности. Подробности, пожалуйста. Посадка TVS в грязную землю. Вы сажаете TVS на DGN-D, цифровую землю платы, а не на шасси, корпус. Мощный импульс не отводится сразу, а гуляет по всей вашей цифровой земле. И по пути поднимает локальный потенциал этой самой DJMD, и чип, который на нее опирается, ловит сбой или перезагружается. Все именно так, Лекса. Правило. Точка схождения. Разъем, TVS, шасси. Импульс должен уходить в шасси, корпус, звездой, не затрагивая сигнальную землю.
Док, и в чем же третья ошибка? Узкие или длинные земляные пути. Это вариант первой ошибки. Узкая дорожка или длинная перемычка от ТВС к земляному полигону — это та же индуктивность. Этот паразитный бросок растет. Правило. Широкая, короткая, прямая обратная связь ТВС с шасси. Отлично. Теперь квиз для наших зрителей. Квиз. Цифровая земля или шасси? Куда вы посадите ТВС для РС-485? На цифровую землю? DGMD. Или на шасси? Корпус? И почему? Док, ваш вердикт? Ответ. На шасси в точке у разъема. Так путь импульса самый короткий, и он не загрязняет цифровую землю. Супер, док. Давайте наш финальный чек-лист из 5 пунктов. Чек-лист инженера. 5 главных пунктов. Да, и вот первый пункт. Максимальное рабочее напряжение больше либо равно рабочего напряжения. Напряжение ограничения меньше апс-макс микросхемы с запасом 10-20%. Третье — пиковая мощность. Проверяем на нужную нам длительность импульса. Четвертое. Паразитная емкость вписывается в бюджет интерфейса. Для USB HDMI меньше 1 пикофарада. И пятое — решающее — трассировка. ТВС у разъема. Короткий путь в шасси. Док, спасибо за экспертизу. Если сталкивались с поломкой из-за ТВС или неудачной защиты, напишите интерфейс и причину в комментариях. Лучшие кейсы добавлю в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить.